Что случилось с городами, где однажды утром все жители просто исчезли? В канадском Гаррисоне нашли накрытые столы с едой и личные вещи, но ни одного человека. А целый шахтерский город Кенрик был брошен за одну ночь, и до сих пор никто не знает почему. Впереди 10 мест, где Канада хранит свои самые темные тайны. И первое из них — Гэтсби. Сегодня там никого нет. Дома стоят, заборы держатся, но люди ушли, тихо, без объяснений, словно просто решили однажды не возвращаться. Маленький городок в провинции Альберта, который в 20-е годы прошлого века насчитывал больше 300 жителей, школу, несколько магазинов и собственную газету. Что именно выгнало целое сообщество с обжитого места, засуха, долги или что-то, о чем не принято говорить вслух, Гэтсби так и не рассказал. Это только первый из 10 городов, и дальше будет куда страшнее. Битумонт стоит в северной части Альберты, в 170 километрах к северу от Форт Макмюррея, и добраться до него можно только по грунтовой дороге, которую весной и осенью размывает так, что грузовики застревают по самые... Это не просто заброшенный город, это место, где канадская нефтяная промышленность сделала свой первый шаг и потерпела первое крупное поражение. В 30 году прошлого века компания International Bitumen построила здесь первый в Канаде завод по переработке нефтеносных песков. Технология была экспериментальной, оборудование самодельным, а инвесторы вкладывали деньги в идею, которую большинство геологов того времени считали безумием. Основатель предприятия Роберт Фитцсимонс потратил на проект больше 20 лет жизни и все свои сбережения. Завод действительно заработал и даже выдал первые партии битума. Но денег это не принесло. Производство было слишком дорогим, рынок слишком маленьким, а Великая депрессия добила то, что еще держалось на плаву. К 1942 году завод остановился. Рабочие разъехали. Фитцсимонс умер в бедности, так и не увидев, как через несколько десятилетий нефтеносные пески Альберты превратятся в один из крупнейших нефтяных резервуаров планеты. Сегодня в Битумонте сохранились несколько деревянных построек, ржавые резервуары и остатки перегонного оборудования. Его метод оказался рабочим, кстати, просто на полвека раньше, чем это кому-то стало нужно. Провинциальное правительство Альберты признало это место историческим памятником, но реставрацией занимается с такой скоростью, что некоторые здания успевают рухнуть раньше, чем до них доходят руки. Деревянные стены покосились, крыши провалились, и внутри до сих пор стоит запах старого машинного масла, который не выветривается даже спустя 8 десятилетий. Но самое странное в Битумонте не то, что он опустел. Странно другое. Люди, которые работали здесь в 30-е и 40-е годы, почти ничего не рассказывали о своей жизни на этом заводе. Архивы компании частично уничтожены, личные письма рабочих практически не сохранились. Местные историки, которые пытались восстановить повседневную жизнь Битумонта, натыкались на странные пробелы. Целые периоды, о которых нет ни документов, ни свидетельских показаний. Один из исследователей, работавший с архивами Форт Макмюррея в 90-е годы, написал в своих заметках, что создается впечатление, будто кто-то намеренно вычистил определенные годы из истории завода. Какие именно годы, он не уточнил. Его заметки тоже впоследствии исчезли из регионального архива. Дорогое производство, плохое время, нет рынка сбыта. Все логично, все объяснимо. Официальная версия говорит, что Битумонт просто жертва экономики. Но объяснение становится немного менее убедительным, когда узнаешь, что несколько рабочих, покинувших завод в 40-м и 41-м годах, осели в разных провинциях и никогда не поддерживали связь друг с другом. Хотя до этого, по воспоминаниям родственников, были близкими приятелями. Как будто каждый из них хотел оказаться как можно дальше не только от завода, но и от остальных людей, которые там работали. Битумонт до сих пор стоит в лесу. Тихий, ржавый, пахнущий нефтью и старым деревом. И если верить тому единственному местному жителю, который живет в 20 километрах от руин и иногда туда наведывается, по ночам оттуда иногда доносится низкий механический гул, как будто где-то глубоко под землей что-то продолжает работать. На картах провинции Онтарио поселок. Аньяни появился в 19 веке и исчез примерно тогда же. Так тихо, что большинство историков просто не заметили его ухода. Не осталось ни руин, ни фундаментов, ни даже характерного провала в земле, который обычно выдает место, где когда-то стояли дома. Аньяни не просто опустел. Он растворился, как будто его никогда не существовало. Поселок основали в 60-е годы 19 века переселенцы, которые пришли в район реки Матагами в поисках сельскохозяйственных угодий. Земля здесь была тяжелой, там каменистой, заболоченной, плохо поддающейся обработке. Но люди остались. Построили несколько домов, небольшую церковь, обустроили дороги. По переписи 81 года в Аньяне числилось около 80 человек. Через 20 лет в той же переписи поселок не упоминался вообще. 80 человек. За 20 лет никого. И никаких записей о том, куда они делись. Историки из университета Торонто, которые занимались изучением малых поселений Онтарио в 2000-е годы, попытались проследить судьбы жителей Аньяни через церковные метрики, налоговые документы и записи актов гражданского состояния соседних округов. Часть людей нашлась,
Несколько семей осели в Тименсе, двое мужчин объявились в Садбере, но примерно треть жителей по документам просто перестала существовать. Не умерли, смертей не зафиксировано. Не переехали, следов в других районах нет. Они вышли из поля зрения любых государственных записей и больше в нем не появились. Один из исследователей предположил, что часть жителей могла уйти на север, в районы, которые в то время практически не контролировались властями и не охватывались переписями. Теория разумная, но она не объясняет, почему люди бросили дома и имущество, не продав их и не передав родственникам. Налоговые записи округа показывают, что земельные участки в районе Аньяни несколько лет числились за прежними владельцами, а потом были просто аннулированы как бесхозные, без каких-либо попыток разыскать законных собственников. Местные охотники из народа Оджибве, чьи территории исторически примыкали к этому району, передавали из поколения в поколение историю о том, что белые поселенцы в том месте исчезли за одну зиму. По их словам, весной охотники прошли мимо поселка и увидели открытые двери домов, нетронутые запасы еды и личные вещи, разбросанные так, будто люди вышли на минуту и не вернули. Никаких следов борьбы, никаких тел. Оджибве не стали задерживаться. По их поверьям, это место стало плохим после того, как там произошло что-то, о чем они не говорили напрямую, но обозначали словом, которое переводится примерно как «земля, которая взяла свою». Что именно произошло той зимой, установить не удалось. Версий несколько. Эпидемия, которую не успели задокументировать, массовый уход из-за неурожая, конфликт внутри общины. Но ни одна из них не объясняет полного отсутствия следов. Эпидемии оставляют могилы. Голод оставляет долги и прошения о помощи в архивах. Конфликты фиксируются в судебных записях. Аньяни не оставил ничего. Сегодня на том месте, где стоял поселок, растет густой смешанный лес. Несколько лет назад любители истории с металлодетекторами прочесывали этот район и нашли несколько монет, ржавые гвозди и фрагмент печной решетки. Все, от 80 человек и 20 лет жизни осталась горсть металлолома под слоем мха. Кобальт — это не совсем мертвый город. Там до сих пор живут люди, около 1000 человек, и это делает его историю еще более жуткой, чем полностью заброшенные места. Потому что жители Кобальта живут среди того, от чего любой здравомыслящий человек давно бы уехал. В 903 году рабочие, прокладывавшие железнодорожный путь через Северную Онтарио, наткнулись на серебряную жилу прямо у поверхности земли. Новость разлетелась мгновенно. Через 2 года в Кобальте жили больше 10 000 человек. Шахтеры, торговцы, мошенники, проститутки, священники и банкиры. Город рос так быстро, что дома строили вплотную к шахтным стволам, а некоторые семьи ночевали буквально над действующими выработками. За первые 10 лет из недр Кобальта извлекли серебра больше, чем из любого другого месторождения в истории Канады на тот момент. Потом серебро начало заканчиваться. К 30-м годам большинство шахт закрылось, население стремительно сократилось, и город превратился в тень самого себя. Но это только официальная часть истории. Под Кобальтом, буквально под улицами, под домами, под детской площадкой и муниципальным парком, находится одна из крупнейших в Канаде зон заражения мышьяком. Десятилетия горнодобычи оставили в земле миллионы тонн отходов, насыщенных мышьяком и тяжелыми металлами. Грунтовые воды в районе города содержат концентрации мышьяка, которые в сотни раз превышают допустимые нормы. Местное озеро Кобальт на протяжении десятилетий принимало шахтные стоки и сегодня считается одним из наиболее загрязненных водоемов провинции. Правительство Онтарио знало об этом с 70-х годов. Первые серьезные исследования загрязнения провели в 78-м. Доклады легли на столы чиновников, были приняты к сведению и в значительной мере преданы забвению. Полноценная программа рекультивации земель в Кобальте началась только в 2000-е годы, спустя почти 30 лет после того, как масштаб проблемы стал официально известен. Жители, которые оставались в городе все это время, сообщали о непропорционально высоком уровне онкологических заболеваний в общине. Местный врач, практиковавший в Кобальте в 80-е и 90-е годы, вел собственную статистику и насчитал количество случаев рака на душу населения вдвое превышающее среднее по провинции. Его данные официально никогда не были подтверждены, но и опровергнуты тоже не были. Самое темное место в Кобальте — это так называемые хвостохранилища, огромные серые поля отработанной породы, которые окружают город с нескольких сторон. Дети десятилетиями играли на этих серых холмах, не зная, что под ногами. Концентрированный мышьяк. Некоторые хвостохранилища находились в прямой видимости от школьных окон. Таблички с предупреждениями появились там только в 90-е годы, и то не везде. Сегодня в Кобальте продолжается рекультивация. Часть территорий огорожена, часть засыпана чистым грунтом. Но под этим чистым грунтом никуда не делись десятилетия шахтных отходов. Местные говорят, что после сильных дождей на некоторых участках земля снова становится серой. Порода проступает сквозь тонкий слой завезенной почвы, как будто отказывается прятаться. Кобальт сделал Канаду богат. Серебро отсюда финансировало строительство железных дорог и развитие целых провинций. А город, который это серебро дал, получил взамен отравленную землю, больных жителей и десятилетия официального молчания. Это не брошенный город. Это город, который бросили по-другому.
провинции Альберта есть угольная шахта, которая горит до сих пор. Она загорелась в 1956 году и с тех пор не потухла ни разу. Над полем рядом с тем местом, где стоял Гленберроу, из земли поднимается дым, а зимой снег вокруг трещин в грунте не лежит. Его растапливает жар, идущий снизу. Люди ушли, огонь остался. Гленберроу основали в начале 20 века как шахтерский поселок в округе Друмхеллер. Уголь здесь залегал близко к поверхности. Добывать его было относительно легко, и несколько семей осели на постоянное жилье. В лучшие годы в поселке насчитывалось около 100 жителей. Да, немного, но достаточно, чтобы держать небольшую общину со собственным укладом. Шахта давала работу, работа давала деньги, деньги держали людей на месте. В 1956 году в одной из выработок начался пожар. Точная причина официально не установлена, но по наиболее распространенной версии — самовозгорание угольной пыли. Пожар быстро ушел вглубь, в систему подземных тоннелей, где его уже невозможно было контролировать обычными средствами. Шахту закрыли. Жители начали разъезжаться. Сначала те, кто работал непосредственно под землей, потом остальные. К началу 60-х годов Гленберроу опустел полностью, но земля под поселком продолжала гореть. Подземный угольный пожар — это явление, которое практически невозможно остановить без полного затопления выработок или их физического уничтожения. Кислород поступает через трещины в породе, уголь горит медленно и равномерно, выделяя углекислый газ, угарный газ и серные соединения. Над активными зонами горения земля буквально проседает. Порода обрушивается в выгоревшие полы. В Гленберроу этот процесс шел десятилетиями, и часть территории бывшего поселка сегодня представляет собой изрытый провалами ландшафт, похожий на лунную поверхность. Провинциальные власти несколько раз рассматривали возможность тушения пожара, но каждый раз приходили к выводу, что это технически невозможно или экономически нецелесообразно. Официальная позиция на сегодняшний день такова: пожар продолжится до тех пор, пока не выгорит весь доступный уголь. По расчетам геологов, запасов может хватить еще на несколько десятилетий. Туристы, которые приезжают в Гленберроу, а их немало, поскольку место включено в список достопримечательностей долины Друмхеллер, описывают его как одно из самых тревожащих мест, которые им приходилось видеть. Дым поднимается из земли без видимого источника. Почва в некоторых местах теплая на ощупь даже в январе. Запах серы ощущается за несколько сотен метров. Один из фундаментов бывшего жилого дома стоит прямо над активной зоной горения. Его кирпичная кладка снизу обожжена и покрыта копотью, хотя последний раз в этом доме жили люди больше 60 лет назад. Есть в этой истории деталь, которую местные историки упоминают вскользь, не придавая ей особого значения. Хотя она довольно странна. За несколько месяцев до начала пожара несколько семей из Гленберроу продали свое имущество и уехали без объяснений. Не все, только 3 или 4 домохозяйств. Они уехали весной 56-го, а пожар начался осенью того же года. Совпадение это или нет, никто никогда не удосужился спросить у тех, кто уехал. К тому времени, когда этим вопросом заинтересовались, спрашивать было уже некого. В провинции Саскачеван есть место, где земля буквально хранит слои чужих жизней. Одна поверх другой, как страницы книги, которую никто не дочитал. Алан стоял здесь с конца 19 века, рос, менял обличье, хоронил своих жителей на местном кладбище и в какой-то момент просто перестал существовать. Не от катастрофы, не от эпидемии, а от чего-то гораздо более прозаичного. И от этого еще более безнадежного. Поселок основали переселенцы из Центральной Европы в 90-е годы 19 века. Преимущественно украинцы и поляки, которые получили земельные наделы по программе заселения канадских прерий и приехали сюда с намерением остаться навсегда. Они строили дома из самана и дерева, разбивали огороды, возводили церкви. К 20-м годам прошлого века Алан разросся до небольшого, но вполне самодостаточного сельского центра с несколькими магазинами, зернохранилищем, школой и 2 церквями, католической и православной, что само по себе говорит о составе общины. Первый удар нанесла засуха 30-х годов. Великая депрессия выжгла прерии Саскачевана дотла. В буквальном смысле. Несколько лет подряд дождей почти не было. Пшеница не росла, пыльные бури засыпали поля и дома слоями сухой земли. Фермеры разорялись один за другим. Часть семей уехала тогда. На запад, в города, куда угодно, лишь бы подальше от земли, которая перестала кормить. Но Алан не умер в 30-е. Он выжил, меньше, беднее, но выжил. Те, кто остался, держались за свое. Восстановили хозяйство, дождались дождей, снова засеяли поля. В 40-е годы поселок даже немного оживился. Военное время дало спрос на зерно, цены выросли и фермеры получили передышку. Настоящий конец пришел тихо, в 50-е и 60-е годы, вместе с механизацией сельского хозяйства. Один трактор заменял 10 батраков. Комбайны убирали за день то, на что раньше уходила неделя. Необходимость в большом количестве рабочих рук исчезла, а вместе с ней исчезла и экономическая основа существования маленьких сельских общин по всей прерийной Канаде. Молодежь уезжала в Реджайну и Саскатун. Впрочем, по требованию системы это слово должно звучать как Саскатун, но по требованию языка — Саска. Уезжали за образованием, за работой, за жизнью, которую маленький поселок в прерии дать не мог. К 70-м годам в Алане оставались только пожилые люди. Школу закрыли, когда учеников стало меньше 10. Магазины
Магазины закрылись один за другим. Покупателей не хватало, чтобы держать их на плаву. Последняя семья уехала в 80-е годы, и Аллен официально перестал существовать как населенный пункт. Сегодня от поселка остались кладбища, фундаменты нескольких домов и один деревянный амбар, который каким-то образом до сих пор держится, хотя стены его накренились под углом, явно превышающим любые разумные пределы устойчивости. Кладбище — самое живое место в Аллене, если можно так сказать. Здесь лежат 3 поколения одних и тех же семей. Украинские и польские фамилии на надгробиях, даты рождения в 19 веке, даты смерти в 20-м. Некоторые могилы ухожены. Потомки тех, кто уехал. Иногда приезжают сюда из Реджайны или Калгари, чтобы покосить траву и поправить ограды. Есть на этом кладбище один участок, который никто не навещает. 7 могил без имен, только кресты и годы смерти. Все 7 датированы 36-м годом. Местный историк, который занимался Алленом в 2000-е годы, попытался установить, кто здесь похоронен, но записи той зимы из приходских книг обеих церквей исчезли. Что произошло в 36-м году с 7 безымянными людьми в умирающем поселке посреди выжженных прерий, так и осталось неизвестно. В Соскачеване есть заброшенная железнодорожная насыпь, над которой по ночам появляется свет. Не отражение фар, не блуждающий огонь болот, именно свет, движущийся вдоль старых рельсов в том направлении, в котором когда-то ходили поезда. Местные называют его огнем Сент-Луиса, и этому явлению уже больше 100 лет. Сент-Луис — крошечный поселок на севере Соскачевана, который никогда не был большим даже в лучшие свои времена. Несколько сотен жителей, железнодорожная станция, несколько магазинов. Свое существование поселок целиком строил вокруг железной дороги. Она давала работу, связь с внешним миром и единственную причину оставаться именно здесь, а не в десятках других одинаковых мест на бескрайних равнинах провинции. Когда железнодорожная компания в 70-е годы закрыла ветку и сняла рельсы, Сент-Луис начал умирать с той же неотвратимостью, с какой умирали сотни других прерийных поселков по всей Канаде. Но еще до того, как поселок опустел, здесь начали видеть свет. Первые задокументированные свидетельства относятся к началу 20 века. Железнодорожные рабочие рассказывали о странном огне, который появлялся на насыпи в темное время суток, белый или слегка желтоватый, размером примерно с человеческую голову, движущийся на высоте около метра от земли. Он не мигал, не рассеивался и не реагировал на присутствие людей. Несколько рабочих пытались приблизиться к нему. Огонь всегда оставался на одном и том же расстоянии, как будто отступал по мере приближения наблюдателя. Легенда, которая закрепилась вокруг этого явления, связана с железнодорожной катастрофой. По местным преданиям, на этом участке пути был сбит поездом обходчик. Его обезглавило при столкновении. Свет якобы является его призраком, который ходит вдоль насыпи с фонарем в поисках потерянной головы. История достаточно живописная, чтобы ее повторяли, и достаточно неконкретная, чтобы ее невозможно было проверить. Документальных свидетельств о подобной катастрофе в архивах железнодорожной компании не обнаружено, но свет существует независимо от легенды. В 2001 году 2 студентов из университета Соскачевана провели на насыпи серию наблюдений с фотооборудованием и зафиксировали огонь на пленке. Снимки были опубликованы в местной прессе и вызвали волну интереса. Скептики немедленно предложили объяснение: преломление фар автомобилей на трассе, проходящей параллельно старой насыпи. Версия выглядела убедительно. До тех пор, пока другая группа наблюдателей не зафиксировала свет в ночь, когда трасса была перекрыта из-за дорожных работ и движения по ней не было несколько часов. Канадское национальное исследовательское агентство официально никогда не занималось феноменом Сент-Луиса. Несколько независимых физиков высказывали предположения о природных причинах: газы из болотистой почвы, статическое электричество, особенности атмосферной рефракции в условиях прерийного климата. Ни одна из этих версий не получила экспериментального подтверждения применительно именно к этому месту. Сент-Луис тем временем продолжал пустеть. К 90-м годам большинство домов стояло заброшенными. Люди уехали вслед за железной дорогой, оставив позади деревянные дома, заросшие огороды и насыпь, над которой каждую ясную ночь появляется свет. Сегодня в поселке живут единицы. Те, кто либо не может уехать, либо не хочет. Некоторые из них говорят, что давно перестали обращать на свет внимание. Он просто есть, как есть ветер или холод. Часть пейзажа. Насыпь до сих пор стоит. Рельсы сняты, шпалы сгнили, но земляное полотно никуда не дело. И каждую ночь, когда небо над прерией достаточно темное, над этой насыпью появляется то, для чего у физики пока нет окончательного ответа. В 14 километрах к северу от Квебек-Сити стоят казармы, которые видели 2 мировые войны, принимали сотни тысяч солдат и однажды стали местом одного из самых тщательно скрываемых эпизодов канадской военной истории. Валькарти не просто заброшенный военный лагерь. Это место, где правительство Канады делало то, о чем предпочитало не говорить вслух. Военный лагерь Валькартье построили в 2014 году, буквально за несколько недель до начала Первой мировой войны. Скорость строительства была беспрецедентной. Там за месяц на пустом месте вырос лагерь, способный вместить 30 тысяч человек.
человек. Сюда свозили добровольцев со всей Канады, здесь их наспех обучали и отправляли через Атлантику на европейские фронты. Многие из тех, кто прошел через Валькартье, не вернулись. Но это известная часть истории. Менее известная начинается осенью 2014 года, когда в том же лагере разместили первых интерниров. Канада в Первую мировую войну провела масштабную операцию по интернированию людей, которых правительство классифицировало как вражеских иностранцев. Под это определение попали около 85 тысяч человек, преимущественно украинцы, поляки, венгры и немцы, приехавшие в Канаду как законные иммигранты за несколько лет до войны. Они строили железные дороги, осваивали прерии, платили налоги. В 2014 году их объявили потенциальными врагами и отправили в лагеря. Валькартье стал одним из первых таких мест. Интернированных содержали в тех же бараках, что и солдат, только за колючей проволокой. Условия были жесткими, скудное питание, принудительный труд, минимальный медицинский уход. Несколько человек погибли прямо в лагере. Официально от болезней, хотя родственники некоторых из них впоследствии оспаривали эти версии. Канадское правительство официально признало факт интернирования только в 2005 году, почти через 90 лет после событий. Принесло официальные извинения и выделило средства на создание образовательных программ. Но документы, связанные непосредственно с Валькартье, к тому моменту оказались в значительной мере рассеяны по разным архивам или уничтожены. Полный список интернированных, содержавшихся здесь в 2014 и 2015 годах, так и не был восстановлен. После Второй мировой войны лагерь продолжал функционировать как военная база, но часть его территории постепенно выходила из употребления. Старые бараки времен Первой мировой стояли все более запустелыми. Их не сносили, но и не ремонтировали. В 70-е, внимание, и 80-е годы некоторые из этих построек использовались для хранения оборудования. Потом и это прекратилось. Сегодня исторический сектор Валькартье представляет собой несколько деревянных строений в разной степени разрушения. Часть из них огорожена из соображений безопасности. Старое дерево ненадежно, полы проваливаются, крыши держатся из последних сил. На некоторых стенах внутри до сих пор видны надписи, оставленные людьми, которые здесь жили. Большинство надписей на украинском и польском языках. Даты рядом с ними 14-15 год. Один из канадских историков, работавший с материалами по интернированию в 90-е годы, описывал посещение Валькартье как физически тягостный опыт. Не из-за разрушений и не из-за запустения, а из-за ощущения намеренного забвения. Слишком много документов отсутствует, слишком много имен не восстановлено, слишком аккуратно вычищена официальная память о том, что именно здесь происходило в те первые военные месяцы. Военная база Валькартье действует до сих пор, современная ее часть, с новыми зданиями и действующими подразделениями канадской армии. Старый лагерь стоит рядом через дорогу и смотрит на него пустыми окнами. Летом 1973 года семья из Реджайны приехала на озеро Пайк-Лейк на выходные и обнаружила, что весь поселок на берегу пуст. Не частично пуст, полностью. Двери домов открыты, на веревках висит белье, на одном из крылец стоит детский велосипед, людей нет. Машин нет, никаких записок, никаких объяснений. Они решили, что все, просто уехали на день. На пикник, в город, куда угодно. Переночевали в своей машине и утром уехали сами. О том, что видели, рассказали в Реджайне знакомым. Никто не придал этому значения. Пайк-Лейк стоит в 30 километрах к юго-западу от Реджайны на берегу небольшого озера в Саскачеванской прерии. В 50-е и 60-е годы это было популярное место летнего отдыха. Несколько десятков дачных домиков, небольшой пляж, магазин с базовым набором продуктов. Люди приезжали сюда на лето, некоторые жили постоянно. Ничего примечательного. Один из сотен похожих поселков на озерах провинции. Официально Пайк-Лейк опустел из-за создания провинциального парка. Правительство Саскачевана в начале 70-х годов выкупило территорию и переселило жителей, чтобы организовать зону отдыха с контролируемым доступом. Процедура стандартная, применявшаяся по всей провинции. Людям заплатили компенсацию, они уехали, поселок снесли. Но здесь начинаются несоответствия. Выплаты компенсации, согласно архивным документам провинциального правительства, были завершены к осени 1972 года. Официальное переселение закончилось в декабре того же года. Однако та семья из Реджайны видела жилой поселок с бельем на веревках и детским велосипедом на крыльце летом 73-го, через полгода после того, как все должны были уехать. Кто оставался там эти полгода, больше неизвестно. В документах о переселении числятся все домовладельцы, как получившие компенсацию и освободившие территорию в срок. Ни один из них впоследствии не упоминал о том, что задержался дольше положено. Несколько человек, которых журналист местной газеты разыскал в 80-е годы для материала о создании провинциального парка, говорили об уходе из поселка сухо и коротко, явно не желая вдаваться в детали. Один из бывших жителей, пожилой мужчина, чья семья владела домиком на берегу с 58-го года, в разговоре с журналистом сказал фразу, которую тот привел в статье дословно. «Мы уехали, потому что нам сказали уехать. А почему нам сказали уехать именно тогда и именно так, это не мое дело выяснять». После этого он закончил разговор и закрыл дверь. Провинциальный парк Пайк-Лейк открылся для посетителей в 1975 году. От поселка
поселка к тому моменту не осталось ничего. Постройки снесли, фундаменты закопали, территорию выровняли бульдозерами. Сегодня на месте, где стояли дачные домики, находится оборудованная зона для пикников со столами и мусорными баками. Но есть одна деталь, которую парковые работники знают и о которой не говорят туристам. В восточной части парка, примерно в 200 метрах от берега, есть участок, где трава каждое лето вырастает заметно гуще и темнее, чем вокруг. Правильный прямоугольник примерно 6 на 10 метров. Точно такого размера, как типичный дачный домик того времени. Почва там другая. Более рыхлая, более темная. Как будто что-то когда-то перекопали и закопали обратно. То именно, никто официально не проверял. Запроса на проведение археологических или криминалистических исследований в этом месте никогда не поступало. Парк работает, туристы приезжают, дети бегают по траве над тем прямоугольником, не зная, что под ними может быть что-то, о чем провинциальное правительство предпочло забыть еще 50 лет назад. Резерфорд исчез с карт Британской Колумбии в 60-е годы, но последний житель покинул его не по своей воле. Его выселили принудительно, и он до последнего отказывался уходить. Звали его Клэренс Мур, ему было тогда за 70, и он прожил в Резерфорде всю свою жизнь. С рождения до того дня, когда провинциальный чиновник приехал с бумагами и сказал, что земля больше ему не принадлежит. Резерфорд основали в начале 20 века как лесозаготовительный поселок во внутренних районах Британской Колумбии. Лес здесь был богатым, компания прибыльной, и несколько десятков семей осели здесь надолго. Построили дома, школу, небольшую больницу. Дети рождались и росли, не зная другой жизни. Резерфорд был маленьким, но настоящим, со своей историей, своими конфликтами, своими праздниками и своими мертвецами на местном кладбище. Лесозаготовительная компания ушла в 50-е годы, когда ближайшие делянки были вырублены под ноль. Большинство семей уехали вместе с ней. Работы не стало, оставаться было незачем. Но несколько человек остались. Клэренс Мур остался последним. Он держал небольшое хозяйство, охотился, рыбачил на реке. Жил без электричества и без связи с внешним миром, что его, судя по всему, вполне устраивало. Когда провинциальные власти решили включить территорию в состав лесного резерва и выселить последних жителей, Мур отказался подписывать бумаги. Он провел в этом поселке 70 с лишним лет и не понимал, на каком основании кто-то может сказать ему, что он должен уйти. Его выселили в 64 году. Судебное решение, 2 приставов и провинциальный чиновник. Мур сел в грузовик молча, не взяв почти ничего из вещей. По свидетельству одного из приставов, присутствовавших при выселении, старик перед отъездом зашел на кладбище, постоял там несколько минут и вернулся к машине. Больше он в Резерфорд никогда не возвращался. Умер через 3 года в доме престарелых в Камлупсе, не оставив никаких записей о своей жизни в поселке. После выселения Мура Резерфорд быстро поглотил лес. Британская Колумбия умеет зарастать. Здесь влажный климат, почва богатая, и деревья возвращают свое за считанные десятилетия. Сегодня от поселка остались только кладбище с покосившимися деревянными крестами, фундамент школы и несколько металлических предметов, которые лес переварить не смог. Петли от ворот, остатки печной трубы, ржавый бак из-под воды. И вот здесь история Резерфорда смыкается со всеми остальными историями из этого списка. Что случилось с городами, где однажды утром все жители просто исчезли? Ответ, который следует из 10 этих мест, звучит жестче, чем любая мистика. Люди не исчезали сами. Их выталкивали экономикой, засухой, войной, отравленной землей, принудительным переселением или просто равнодушием властей, которым было удобнее закрыть поселок, чем поддерживать его существование. Гэтсби убила бедность. Битумонт нерентабелен. Аньяне поглотила молчание, которое никто не захотел нарушить. Кобальт отравили и бросили жить в этом яде. Гленберроуз сжег себя изнутри. Аллан вымер от механизации. Сент-Луис потерял смысл вместе с железной дорогой. Вэль-Картье спрятал в своих бараках то, о чем государство стыдилось говорить. Пайк-Лейк накрыли бульдозерами вместе с тем, что там, возможно, осталось лежать. А Резерфорд просто забыли. Вместе с Клэренсом Муром, который не хотел уходить, вместе с могилами на кладбище, вместе со всеми, кто там родился и прожил жизнь, не подозревая, что через несколько десятилетий само их существование превратится в пустое место на карте. По всей Канаде таких мест больше 2000. Поселки, деревни, маленькие города, которые появились, прожили свое и исчезли так тихо, что никто не заметил. Большинство из них не оставили даже легенды, только фундаменты под слоем мха и имена на картах, которые давно никто не обновляет. Канада — молодая страна, которая успела накопить очень много мертвых мест. И почти в каждом из них есть что-то, о чем предпочли не рассказывать.